Всем привет! Сегодня у нас не случайный разговор с Владимиром Овчинским. Владимир Семенович является действующим советником министра внутренних дел, а также в прошлом руководитель российского отдела Интерпола. Российского бюро Интерпола. И сегодня мы будем говорить на тему, как выяснилось, которая интересует больше 50% россиян. Совсем недавно ВЦИОМ провел опрос, во что верят россияне. И больше 49% решило, что они верят в некое тайное правительство. Причем этим тайным правительством руководят масоны. И сегодня хочется разобраться, существуют масоны, не существуют. Кто эти люди? Кто нами управляет? Миф это или реальность? Ну и начнем с самого первого вопроса. Как вы считаете и почему настолько люди убеждены, что тайные общества правят миром? Люди правы, потому что есть открытая политика, то, что мы видим на экранах телевидения, слушаем по радио, читаем на айфонах, а есть открытая, а есть реальная политика. Она в основном тайная. Вообще любая политика – это таинство. Любая политика. Международные отношения есть открытый уровень, есть тайный уровень. Экономика есть открытый уровень, есть тайный уровень. Тем более, что сейчас интернет позволяет прочитать многое, посмотреть, что реально происходит на фронте, что реально происходит в экономике, что реально происходит в какой-то стране мира, на Ближнем Востоке, в Европе, на Аляске, там, где, в Арктике, реально посмотреть. И они видят, что иногда не совпадает то, что они читают в СМИ, с реально они считают, что, значит, если не совпадает, значит, некие закрытые структуры этим руководят, правят, и поэтому люди верят в том, что существует тайное общество. И они правы, общество тайное существует. Насколько эти тайные общества на сегодняшний день, мы говорим про наши реалии, про 21 век, про 2025 год, не про какое-то средневековье, да? Насколько эти общества управляют миром, событиями, руководителями стран, или же руководители стран являются сами членами этих тайных обществ. И откуда мы про это, главное, знаем, если они тайные? Ведь, насколько я понимаю, даже масоны – это в свое время была крайне засекреченная организация. Они и сейчас засекречены. Но прорывы информации всегда существуют. Вот есть такое понятие «прорыв информации». Поскольку у меня две основные специальности научные – криминология и теория оперативно-розыскной деятельности. Вот теория оперативно-розыскной деятельности – это наука, это практика о тайных пружинах преступного мира. Поэтому я всегда, и когда стал заниматься вопросами внешней политики, в какой-то мере там, экономики, то я всегда все равно смотрю тайные пружины. И стал убеждаться в том, что эти тайные пружины существуют, так же, как в преступном мире, так и в реальной жизни. И поэтому, значит, как они влияют? Конечно, все меняется, все меняется. Масоны Средневековья – это одни масоны. Масоны 19 века, начало 20-го – это другие масоны. Масоны 50-х, 60-х годов – это третьи масоны. И тайные общества все меняются, которые помимо масонов существуют. Сколько их? Вот вы говорите, тайные общества. Вот вообще доподлинно известно, сколько тайных обществ и на что действительно они влияют? Вот, какие-то аргументы. Вот давайте говорить о том, кто сейчас влияет на американскую политику больше всего. На него влияет, есть такая немасонская, это тайное общество выпускников Ельского университета, которое называется «Череп и кости». Это выпускники Ельского университета. В правительстве Байдена, предыдущего президента, который был до второго срока Трампа, 80% всего правительства были выпускники Ельского университета. А у Трампа еще больше. У него 85% всех, кто работает в аппарате, от клерков простых до руководителей отделов, выпускники Ельского университета. Джи Ди Венс, который является его вице-президентом, он кто? Выпускник Ельского университета. Так у нас бы в России сказали про это, что просто условно образовалась некая комьюнити, и понятно, что люди создают вокруг себя и подтягивают ближе к себе тех, с кем давно знаком, учился, работал. Нет?
объяснить можно все, что угодно. В советское время вообще слово «масон» было запрещенное, как вы знаете. И, ну, вообще об этом не говорили. Кто скажет, ты лучше об этом не говори. Ничего, чтобы никто ничего не... Почему? Непонятно почему. Потом 90-е годы, взрыв демократизации, либерализации, все заговорили о масонах, пошла волна, и всех, кого не попадя, туда стали включать. Стали образовывать различные масонские структуры в России. В основном это было, ну, не то что ряженые, ну, так, ну, какие-то такие попытки что-то как-то себя позиционировать. Ну, мне кажется, это возможность считать, что ты принадлежишь к некому составу избранных. Да, вот именно вот считать. Но это не значит, что ты принадлежишь. А то, что происходит в Штатах, вот я вижу сейчас несколько групп, которые реально руководят процессом. Это «Череп и кости», выпускники Ельского университета. Это такая организация, как Фи Депа Капа. Это, значит, выпускники нескольких различных университетов, объединенных в структуру таких закрытого типа. Это мормоны. Это мормоны, это не масоны, это разновидность христианского движения. У нас их называют сектантами, но это какие сектанты? Их больше 6 миллионов, в основном в Америке. Но достаточно сказать, что мормонская церковь основная базируется в Солт-Лейк-Сити, это столица штата Юта. Там же находится главное хранилище Агентства национальной безопасности, куда стекается вся развединформация со всех разведслужб Соединенных Штатов, а там работают одни мормоны. И мормоны являются со времен еще после Второй мировой войны являются руководителями всех самых секретных отделов ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР. Ну, вот то, что вот вы сейчас называете, для меня это выглядит как некая сфера влияния. Да? У мормонов сфера влияния ЦРУ, у выпускников Ельского университета условно некая политическая структура. Влияние, но насколько они влиятельны? Вот «Череп и кости», вот вы говорите, они влияют. Они что, Трампом руководят? Америкой руководят? А Трамп зачем тогда? Он кто? Он масон? Америкой сейчас руководит Кремниевая силиконовая долина. На самом деле. Безос. И Безос, и Питер Тиль, и тот же Маск. Это все Силиконовая долина. Того же Венса привел к Трампу Питер Тиль, один из идеологов и лидеров Кремниевой долины. Он привел ему и сказал, этот парень, он еще совсем молодой, ему там 40 лет, это было в прошлом году, он, значит, венчурный инвестор у меня, окончил Ельский университет, он сам заработал $100 миллионов и мне миллиарды принес. Очень полезный парень, преданный, бери его вице-президентом. И Трамп его взял вице-президентом. Как бы вот это такая основная версия, но за ней стоит другая версия. Какая? Что главное не сам Венс, а главное его жена Уша Венс, которая с отличием окончила тоже Ельский университет, и там она с Венсом познакомилась, родила ему 3 детей. Она из очень высокой касты индийской, сама проповедует индуизм, сама родилась в Соединенных Штатах, родители у нее и папа, и мама профессора были, и она с отличием окончила Ельский университет и была включена в самое закрытое общество, которое называется Фи Депа Капа. Фи Депа Капа – это общество, в нем в свое время состояли Киссинджер, Кондолиза Райс, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон. Сейчас главный лидер там Безос, который Amazon курирует и все прочее. И одновременно она же, Уша Венс, она же лидер молодежного движения, молодежного выпускников Ельского университета. А это вход в «Череп и кости». Вот кто руководит Венсом, его жена. На Хорошо, самом деле. А что это общество, вот, собственно, делает? Я хочу просто понять.
Ну, то есть это сообщество, чтобы что? Чтобы просто сказать, о, мы тайное сообщество, мы там собираемся в тайные собрания. Или они что-то реально на что-то влияют? Все эти общества, у них примерно то, что написано на кепке у Трампа. Сделать Америку снова великой, на самом деле. Это главный призыв всех тайных обществ. Но на самом деле, насколько я понимаю, каждое тайное общество, если оно действительно существует, оно будет бороться за власть, за сферу влияния наиболее повышенную. Правильно я понимаю? Да. Как вот они, эти сферы влияния, распределяются, если предположить, что действительно все так и есть, все эти тайные общества друг с другом конкурируют же они? Но у них власть в их руках. Если у них власть в их руках, допустим, 15 президентов Соединенных Штатов официально были членами масонских лож крупных, вплоть до Гарри Трумана фактически. Это известно. Ну, Обама был в локальной масонской ложе, Билл Клинтон тоже в локальной, это помимо других тайных обществ. Это и есть власть. Тот же Венс, которого сделали вице-президентом, и который сейчас фактически, ну, все-таки Трампу уже скоро 80 лет, и хоть у него, он говорит, прошел обследование, все хорошо, все у него нормально, вот, но это же возраст уже, и потом на него уже 2 покушения было, и у него очень много людей, которые его ненавидят, а есть третий, если его пристрелят, значит, кто будет? Будет Венс. Поэтому они и так добились того, что власть постоянно в их руках. Но, тем не менее, эти общества конкурируют друг с другом? Масоны с череп и кости конкурируют, Нет. как вы считаете? Нет, у них цель одна. Какая? Сделать Америку снова великой, и все. Вот никто там не конкурирует. А разве не править миром? А это и есть править миром. Сделать Америку великой? Ну, конечно, это значит... Равно? Это равно. Это значит иметь приоритеты в геополитике, быть самой сильной военной державой, значит, иметь влияние на Европу, на Ближний Восток, на все. Чтобы что? Чтобы быть богаче, чтобы себе родному сказать, я крутой, я правлю миром. Чтобы Америка была самой богатой страной, чтобы повышать уровень благосостояния своих граждан. Но цели понятны всех. Граждан сделать средний класс, сделать обеспеченным. То есть цель благая. Обеспечить, да, только благая. У масонов, у мормонов, у всех только благие цели. Только благие цели. Достигнуть общества справедливости, сделать свою страну самой богатой, иметь влияние во всем мире и не допускать значит, режимов, которые могут нарушить это спокойствие. Вот их цель. Какие аргументы существования до сих пор масонов и что они действительно влиятельны существуют? Подтверждения какие-то? Вот я вам расскажу историю свою личностную. В 2008 году меня пригласили в делегацию от России, которая на выборы Обамы должна была поехать. Там большинство делегаций были наши такие гиперлибералы, проамериканские, а сами представители американского посольства, поскольку я с ними, когда еще был начальником Интерпола, потом по линии борьбы с терроризмом мы работали, они говорят, возьми еще несколько людей таких, чтобы уравновесить группу, чтобы она была разных взглядов. Вот, я бы тоже пригласил еще людей из правоохранительных органов. Мы такой вот необычной группой выехали в Америку. И, значит, действительно, люди все нормальные, умные, но совершенно разных политических взглядов. Приехали в Америку, ну, первый там день-два, обычная у них программа такая. Я там очень часто бывал в Штатах, но обычная программа – это посещение, значит, Конгресса, это посещение Верховного суда, это там основные памятники, посещение Госдепа. Ну и так, когда все это прошли, то нас сопровождает руководитель русского отдела, Грегори такой. Он доктор по русской филологии, специалист по Чехову, Горькому, такой ЦРУшник типичный. И Грегори говорит, ребят, ну вот мы посмотрели все, теперь шопинг. Я говорю, Грегори, нашей группе шопинг не нужен. Он говорит, как это, всем русским нужен шопинг, вам нет? Я говорю, нет. Я говорю, мы тут поспорили. Я говорю, ребята, тут совсем рядом под Вашингтоном главный масонский храм есть. Но там в каждом городе, в каждом штате. Но тут главный масонский храм Вашингтона, прямо под Вашингтоном, через Потомак переехал, и там Александрия, небольшой городок, и там огромный, как Александрийский маяк, больше 100 метров вышины, гигантский храм.
который в 22 году начали строить, в 33-м его достроили, при Рузвельте достроили. Вот. И они, напросились вы да, туда. да, он говорит, с удовольствием. Значит, 2 микроавтобуса, мы туда выезжаем, там охраняют его бывшие морпехи, ребят такие 2-метровые качки, там просто так не войдешь. И он говорит, ну там завели на первый этаж, там всякую рассказывают, как для туристов, насчет этих вольных каменщиков, которые там якобы в средние века что строили. Он говорит, ребят, это все так для туристов, я вам покажу сейчас несколько реальных вещей. Ему приносят такую шкатулку, там золотой ключ, он подходит к специальному лифту, нашу группу тоже загрузил, поднимается сначала на 4-й этаж. Мы выходим и идем, смотрим там экспонаты, и в центре стоит огромная картина, где кто изображен? Гарри Труман в масонском фартуке с мастерком. Вот. И, значит, Грегори говорит, вот Гарри Труман в момент принятия решения о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Эти наши все ребята-демократы, у них челюсть отпала, потому что они считали, что что вообще масоны – это коммунистические сказки. Потом мы выходим на балкон и говорит, вот смотрите, вот прямая линия. На одной линии, когда был построен храм, на одной линии стоит Конгресс, Пентагон, Белый дом, все. И это показывает, что отсюда идет управление всем американским обществом. Вот это своими глазами, и вот он показал сам Грегори. Я говорю, Грегори, а почему все охрана перед тобой по стойке смирно? Он говорит, ну, у меня папа был видным масоном, ну и мне приходится участвовать, он говорит. Вот реальная картинка, что такое Америка. Прекрасно, вы сейчас сделали ремарку, что Труман в одеянии перед принятием решения о бомбежке Хиросимы и Нагасаки. Но при этом вроде как масоны, организация, которая должна действовать во благо. Вот здесь это для Америки это благо было, закончить Вторую мировую войну, отомстить за Перл-Харбор, конечно, благо. То есть ключевое благо для Америки. Только для Америки. Не для всего мира, не для человечества. Я говорю, сделать Америку. Можно уничтожить целую страну, целый народ, но для Америки это должно быть хорошо. Вот их принцип. По такому же принципу Трамп действует. Можно бомбить Иран, уничтожать ученых, можно убить командующий Солеймани, если он считает, что для Америки это хорошо. Трамп масон? Я считаю, что нет. Я считаю, что вообще, что сейчас такое время, сейчас важно, чтобы рядом были люди, которые в этом понимают. Вот Венсом управляют, рядом с ним есть люди в аппарате, в окружении, которые связаны с разными тайными обществами. Его зять Кушнер, очень непростой парень, он включен в структуру израильских различных и тайных обществ, и говорят, что он сам не агент, а член Моссада, Кушнер. Его самые близкие друзья, такие как Питер Тиль, как Безос, вся Силиконовая долина, все триллионеры, они уже не миллиардеры, они триллионеры, у них клуб триллионеров сейчас. Вот, они управляют Америкой, а сами они все члены различных тайных обществ. Тем не менее, Трамп управляет Америкой или управляют Трампом, чтобы управлять Америкой? Это, значит, Трампом нужен, потому что он отражает их интересы. Я понимаю, но он управляет Америкой или управляют им, чтобы он управлял Америкой? Управляет им, чтобы он управлял Америкой, но им нужен такой человек, как он, потому что они такого выбрали, для них он сейчас лучший. И его не будет, будет Венс лучший. Хорошо. Трамп, они управляют Америкой, я понимаю, а не Трамп. Трамп достаточно, в общем-то, парень-то серьезный. Допустим, даже если сравнить с Байденом. Байден тоже был, безусловно, серьезный человек, но просто очень взрослый, очень пожилой. А вот Байден, им-то было как раз проще управлять, чем Трампом. Он масон? Байден, скорее всего, да. Байден был членом очень серьезных мафиозных структур. Очень серьезных, которые были близки к масонским структурам. Там нет простых людей, ни одного. Байден, несмотря на возраст, на то, что все говорили, что какая деменция, Байден мощнейший человек был. Там получилось, что когда он еще в 1973 году избирался в Конгресс США в штате Делавэр,
то к нему пришла местная мафия, это мафия итальянских перевозчиков, и говорят: парень, ты молодой, ты нам нравишься, а тот старик, который с тобой конкурирует, нам нет. Поэтому мы там все перекроем, ты не удивляйся, и тебя сделаем, значит, конгрессменом. В 1973 году это еще было. Он говорит: хорошо, нам понравилось, как ты выступаешь, и все. И делают его конгрессменом. Проходит месяц, и те структуры, которые проиграли, не успокаиваются. Его жена с его детьми, с дочкой и с 2 сыновьями едет на машине, выскакивает огромный трейлер с кукуровозом, и на все ее в смятку машины, ее насмерть, дочку насмерть, а 2 сына сзади сидели, они не пострадали. Вот тот, который сейчас у него проблемный, и второй гений у него был парень. И вот у него, вот, значит, с того периода, всех тех их уничтожили, кто организовал покушение на его жену, на его семью. Вот. Но они его с того момента вообще проводили вверх и вверх все время. Поэтому Байден не случайно. Его проводили и по закрытым тайным структурам, и по мафиозным. А мафиозные структуры американские и тайные общества часто это одно целое. Зачем его проводили? Чтобы что? Потому что он отражал тоже их интересы. Отлично, хорошо. Тогда вот задам вам вопрос. Вот здесь вот что первично? По какому принципу тайные общества берут к себе в тайное общество? По принципу того, что ты богатый, что ты уже президент, или ты становишься президентом, потому что ты в тайном обществе? Вот что здесь первично в этой ситуации? Первично там твои личностные... Почему Уша стала? Потому что она была лучший студент, лучший бакалавр, лучший докторант, жена Венса. Такая же была Кондолиза Райс. Там нет ни одного человека, они берут по умственным способностям, по силе воли, люди проходят тестирование и их проводят. Как понять, масон человек или нет? Вот как вы считаете? Вот вы же разведчик, опять, у вас оперативная работа хорошо шла. Я говорю опять, не надо говорить о масонах. Сейчас все это вот... Тайное общество. Тайно, нету сейчас в Америке людей, которые у власти, которые влияют на власть и которые не являются членами различных тайных обществ. Нет таких людей. Но почему именно в Америке? То есть какая-то страсть к тайному, к тому, чтобы быть избранным. То есть Потому что кто Америку создавал? Создавали ее британцы. А самые мощные структуры до сих пор – это британские масонские структуры, шотландские, ирландские структуры, сами британские структуры. Практически все руководители МИДов, все руководители Ми-6 разведки – это все масоны Британии. Премьеры – это может их быть бросовой агентурой, которые вот так как Стармер сейчас, до него там был индус, все. А кто возглавляет Ми-6 разведку, это всегда масоны. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Мне вот интересно, как обывателю даже, не как журналисту. Предположим, все эти влиятельные люди на Западе, да, Англия, Америка, они все принадлежат к тайным обществам. Про некоторые тайные общества мы вполне себе прекрасно осведомлены, про некоторые можем догадываться, да, про некоторые нам могут рассказать люди, которые, собственно, знают про это лучше, чем мы по роду своей деятельности, например, так, как вы. Но у меня возникает вот какой вопрос. Как попасть туда? То есть тебя туда приглашают или ты можешь попасть туда сам? И насколько вся эта история с тайными обществами захватывает всю европейскую часть? Мы, например, Россия, у нас есть тайное общество? Я говорю, что в России, значит, у нас самые серьезные масонские структуры были при падении царской власти в феврале 1917 года. Вот фактически масоны в армии российской, масоны в окружении Николая II, они совершили февральскую революцию, отстранили его от власти, а потом большевики перехватили у них эти процессы. Это в России так было. Что касается сейчас, у нас есть официальные масонские ложи, неофициальные. Это все, люди хотят себя считать. Я не говорю, плохие они, хорошие. Это как ролевые игры в России, да? Да, это ролевые игры, так, давайте говорить. Хорошо, а почему там это не ролевые игры? Потому что влиятельные люди? Джордж Вашингтон, с чего пошла Америка, был главный масон.
Когда вы в храм, вот в любой масонский храм входите, то вы сразу видите портреты Джорджа Вашингтона в фартуках с мастерками. Все его окружение, все, кто строил Америку, это были масоны. То есть вы сказали, он был главный масон. Да. Сейчас я хочу понять, вот на сегодняшний день, насколько эта структура, например, масонская, централизирована? То есть это какие-то частные федеральные маленькие ложи, в которых там по 5-10 человек, или это все управляется неким центром и есть главный масон и сейчас? Значит, как американские исследователи на сегодняшний момент, начало 2005 года, они считают, что в Америке действует 6 миллионов масонов и 6 миллионов мормонов. Вот, это разные совершенно, потому что мормоны масонами не могут быть. 6 миллионов масонов, они, и там, и в каждом штате есть небольшие структуры, все традиционно, храмы везде, их очень много, вы приезжаете в любой город, обязательно есть масонский храм. Это все такое тоже, ну, как бы ритуально-опереточное в основном. Мормоны – это реальная власть, мормоны. А это все ритуально-опереточное. Но те структуры, потому что, допустим, вот, ну, та же Кремниевая долина, которая реально управляет Америкой, она реально управляет Белым домом, Кремниевой долины, управляет Пентагоном, управляет ЦРУ, управляет АНБ, Кремниевая долина. Она и ее лидеры, везде они расставлены, на ее деньги система искусственного интеллекта, который всем управляет, и они же сейчас лидеры Кремниевой долины в сентябре этого года одели на себя погоны подполковников и полковников. Они руководят стартапами, IT-компаниями одновременно в погонах и приняли присягу. Вот что такое реальная власть в Америке сейчас. Но я спросила, если мы говорим конкретно про масонское общество, да, сообщество, скажем так, про масонские ложи, насколько они централизованы? Есть кто тот самый главный масон? Вот вы говорите, Вашингтон был главным масоном. Тогда было так, сейчас по-другому. Сейчас этого нет. То есть они все разделены друг с другом, не общаются? Сейчас очень сильный подъем в Испании. Они заявляют, что они чуть ли там захватывают власть в Испании. Значит, итальянские. Но они все разрознены. Это нет всемирного управления масонами. То есть все-таки возможно, что в разных регионах они конкурирующие друг с другом, правильно ли я понимаю? Конечно, страны между собой конкурируют. Они же, ну, допустим, Франция и Британия всегда непримиримые интересы на протяжении всей истории. Никогда французские масоны не будут дружны с британскими масонами, но они никогда не будут управляться из одного центра. Вы заговорили про Францию. Прекрасно. Не могу не задать вам вопрос, да, поскольку у всех на устах Лувр и ограбление. Возникает много разных версий на этой ниве, на почве, вернее, этой истории. Возможно, что это некое масонское общество ограбило Лувр, или с их подачи они были заказчиками. Мое мнение, очень противоречивая информация идет, мое мнение однозначное, что это очень серьезная политическая акция. Не криминальная, а политическая акция. Кто в этом был заинтересован, я пока не знаю. И ясно одно, что такую акцию без политического сопровождения невозможно было осуществить на высшем политическом уровне. Кто-то, может, хочет менять власть во Францию, кто-то хочет, значит, какие-то непонятные... Кто-то со стороны хочет унизить Францию. Макрон и так уходит, он последний срок. Но дело же не в Макроне. А в чем? Но дело в тех, кто руководит Макроном. Но опять же мы возвращаемся. Но то, что это преступление политическое, для меня нету никаких вообще сомнений. Как вы считаете, узнаем мы все-таки по итогу, кто был заказчиком этого политического преступления? Хотя бы будем догадываться? Это может остаться такой же вечной тайной, как убийство Кеннеди. Скажите, вот у меня такой вопрос, Владимир Семенович, ну как бы Трамп, он тоже, в Там же еще есть... парень серьезный, да, президент Америки дважды, второй раз. Я так понимаю, что он все равно, он же думает, что он принимает самостоятельные решения, он же в этом уверен. Часть его решений, она насколько самостоятельна? Ну вот это по Трампу? Да. Ну, давайте сейчас возьмем простую вещь. Простую вещь.
его вот, переговоры с Си Цзиньпином, где фактически сейчас опять договорились, что снимаются вот эти дикие пошлины, ограничения, идут на уступки какие-то экономические. А самое главное, что самая богатая в мире компания NVIDIA, которая в этом году, несколько дней назад, стала стоить $5 триллионов. 5 триллионов долларов. Она теперь получила разрешение продавать свои чипы Китаю. И тем самым она скоро будет уже 6 триллионов долларов стоить. Кому она принадлежит? Давайте спросим, у кого большой пакет акций? У Трампа. Вот что такое. Трамп – это делец. Трамп – это супербизнесмен, делец прежде всего. Тем не менее, да, мы говорим, Трампом управляют. Ну вот им и управляют, вот ему и все решения по ослаблению экономической войны с Китаем были опять осуществлены клубом триллионеров. Вы работали в Интерполе, вы работали с разведчиками, вы понимаете эту тему. По каким признакам можно узнать, что люди входят в то или иное тайное сообщество? Вот предметный у нас с вами разговор. Вот на что мне, например, как журналисту обратить внимание? Какой-то особый значок, там, слово, там, мутабор, я не знаю, там, рукопожатие, подмигнули друг другу. То есть вот как понять? Ведь я уверена, что все масоны мира друг с другом не знакомы. Вот масоны Франции встретились с масонами американцев, как им понять? Один принцип, по которому я бы определил. Когда значок, или говорят, Трамп вот так часто делает, это вот он, или там он так делает, на букву «Г» похоже, который на символ. Это все оперетта, это ерунда. Когда вот человек вам делает какие-то знаки, то это человек, который хочет казаться масоном. Один критерий – мозги. Если это умный человек, если он долго держится на поверхности, если он участвует в принятии политических решений, надо посмотреть, где он учился, с кем он общается, и тогда решать вопрос. Но для нашего общества, для России это нет. Нет. Вот в Америке надо смотреть, в Британии надо смотреть, в Европе. У нас реальных масонов нет. Не зашла нам организация, сама идея масонства. Ведь говорили, что, вернее, есть доказательства, многие историки приводят аргументы, что и Пушкин был в масонской ложе, и Толстой, и Максим Горький, понимаете? То есть мы же говорим про достаточно известных людей. Знаете, это называется мода. Мода. Чистой воды. Это мода. Если мы даже возьмем «Война и мир» Толстого, там же много вещей, особенно где французский текст, и который там с переводом идет, там чисто масонские разговоры, это мода. Тот же Лев Толстой, это же тот период был, когда это все. Наполеон, он считался главным императором масонов в Европе и Франции, Наполеон. Естественно, он действительно был масоном, Наполеон. Он был масоном. Он же пришел после революции, навел порядок. Там же хаос был после казни короля. Вся Франция, она же была залита кровью, отрубленные головы, грабежи, разбои. И Наполеон, как член масонского общества, как лидер их, он навел порядок. Почему он такой был? Он реально очень сильная историческая личность. И поэтому он огромной популярностью пользовался и в России, и это была мода на масонство, которая на Россию передавалась. Поэтому, и она так в несколько поколений шла, поэтому каждый там, и у Пушкина проскакивает. Да. Поэтому не зацепило, но все писатели, все они как-то вот пытались что-то, значит, здесь ухватить и как-то себя позиционировать. Поэтому вот это такое и складывается впечатление. Я думаю, что тайные сообщества, они на то и тайны, чтобы, в общем-то, мы про них только догадывались, да? Или ничего не знали. Или ничего не знали, или только догадывались, или редкие люди, которые коснулись слегка этой информации, могут с нами поделиться. Зрители, я хочу обратиться к подписчикам нашего канала. Ну, во-первых, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Пишите в комментариях, верите ли вы, что масоны управляют миром, или не верите. В
какие тайные общества вы верите еще? И, может быть, какие темы вам хотелось бы раскрыть с помощью наших неслучайных разговоров? Спасибо. Спасибо, Владимир Семенович. Да, спасибо вам.